Не прошло и 3 недель, Венесуэла поворачивается лицом к Штатам и готова сотрудничать в энергетическом секторе. Почти половина Америки во власти ледяной стихии. Новые детали трагедии в Миннеаполисе. Прохожие сняли видео. На улицах города возводят баррикады, Зеленский комментирует результаты переговоров в Абу-Даби и сравнивает народ Беларуси с любимым шпицем Лукашенко. Путин наблюдает за золотым куполом. Аятолла Хаменеи прячется в бункере, а из Штатов по глупости и из-под следствия депортируют на историческую родину грабителя, похитившего драгоценностей на $100 миллионов. Пострадавшие от ограбления в шоке. Китай проводит беспрецедентные чистки в руководстве и забирает своих панд у японцев. Главные любимцы токийского зоопарка становятся заложниками мировой политики. Об этом и не только. Подпишитесь, время начать. Почти половина Америки сейчас оказалась во власти ледяной стихии. Страну накрыл один из самых мощных холодных фронтов. Сначала прошли дожди, затем резко похолодало, начались снегопады и метели, а после них снова пришел ледяной дождь. Такой набор погодных ударов привел к коллапсу. Улицы и трассы местами парализованы. Целые районы завалены сугробами. Чрезвычайный режим введен почти в 2 десятках штатов. Власти настойчиво просят жителей не выходить из дома. Из-за непогоды уже отменено свыше 13 тысяч авиарейсов. Аэропорты опустели, а пассажиры мерзнут в залах ожидания. Без электричества остались 730 тысяч человек, и число отключений продолжает увеличиваться. Сильнее всего пострадали Миссисипи, Теннесси, Техас и Луизиана. Там в ближайшие дни столбики термометров могут упасть до -20. Для регионов, которые в основном находятся в субтропиках, такие температуры – настоящая катастрофа. В Нью-Йорке холод уже унес жизни 3 человек. В Вашингтоне за одну ночь выпало около 30 сантиметров снега. Метеорологи предупреждают, шторм может стать самым суровым зимним ударом с 1993 года. Местами на севере страны температура способна опускаться до -30 градусов по Цельсию и даже ниже. Появились новые детали трагедии в Миннеаполисе. Агенты пограничной службы застрелили еще одного гражданина Америки, который, по данным очевидцев, оказался рядом с местом событий. Происходящее сняли прохожие, на кадрах видно, как сотрудники пытаются задержать Алекса Претти прямо на улице в момент, когда он фиксировал их действия на мобильный телефон. Журналисты CNN покадрово разобрали все доступные записи с нескольких точек и пришли к выводу. Один из агентов вытащил пистолет из-под Претти примерно за секунду до первого выстрела. Далее прозвучала серия не менее 9 выстрелов. При этом на видео незаметно, чтобы Претти сам применял оружие. В руках у него был телефон, а вторую руку он, вероятно, тянул к бутылке с водой. В пограничной службе заявляют, что сотрудник открыл огонь, опасаясь за свою жизнь, а Претти, по их версии, оказывал жесткое сопротивление, когда его пытались разоружить. Медики пытались помочь. Однако Претти скончался на месте. Так произошедшее прокомментировала министр внутренней безопасности штатов Кристи Ноэм. Она назвала действия погибшего актом внутреннего терроризма. Офицеры попытались обезоружить этого человека, однако вооруженный подозреваемый отреагировал агрессивно. Опасаясь за свою жизнь и за жизни находившихся рядом коллег, один из агентов произвел защитные выстрелы. Медики немедленно прибыли на место и попытались оказать медицинскую помощь данному лицу, однако он был признан погибшим на месте. У подозреваемого также были 2 магазина с боеприпасами, в каждом из которых находились десятки патронов. Документов при нем не было. Это выглядит как ситуация, в которой человек прибыл на место с целью причинить максимальный вред людям и убить сотрудников правоохранительных органов. Этот человек явился, чтобы воспрепятствовать правоохранительной операции, и напал на наших офицеров. Они действовали в соответствии со своей подготовкой и приняли меры для защиты жизни офицера и людей вокруг него. И я не знаю ни одного мирного протестующего, который приходит с оружием и боеприпасами, а не с плакатом. Это насильственный бунт, когда кто-то приходит с оружием и использует его для нападения на сотрудников правоохранительных органов. Мы продолжаем следовать тем же самым протоколам, которым следовали всегда, поэтому расследование продолжается. Мы продолжаем собирать факты по мере их поступления. И мы будем действовать так же, как действовали на протяжении всей администрации Трампа и при предыдущих администрациях. Ничего не изменилось. Кем был мужчина, погибший при инциденте? Алекс Претти работал медиком в отделении интенсивной терапии. При этом в пограничной службе утверждают, что в тот момент их целью был другой человек – нелегальный мигрант с криминальным прошлым. Однако записи очевидцев показывают иную деталь.
Претти, похоже, пытался вступиться за женщину, когда один из агентов толкнул ее на землю. На тех же кадрах видно, как обстановка стремительно накалилась и вышла из-под контроля. Сначала Претти стоял в стороне с телефоном, снимал происходящее и пытался предотвратить опасные действия. Затем вокруг него собрались несколько агентов, началась потасовка, Претти повалили на асфальт, и после этого прозвучали выстрелы. Проблема в том, Джо, что леволиберальные СМИ все исказили. Они не хотят, чтобы общественность узнала о хорошей работе наших агентов, которые задерживают этих преступников, убийц, насильников, грабителей. Вместо этого они выпускают риторику, которая заставляет агитаторов выходить с ложной информацией, что мы якобы похищаем граждан США, арестовываем их. Ничего подобного нет. Мы идем за самыми опасными, а они мешают нам. И вот эти видеокамеры, платные протестующие, все это происходит на наших глазах. К сожалению, они продолжают распространять эту ложь, из-за чего наши агенты выглядят плохо и подвергаются нападениям. Например, недавно агент H.S. Arway едва не потерял палец. Вот с чем мы сталкиваемся. Сенатор Билл Кэссиди, республиканец от Луизианы, потребовал провести всестороннее расследование событий в Миннеаполисе. Он фактически поддержал позицию демократов в Конгрессе, которые все настойчивее задают администрации Трампа неудобные вопросы о гибели Алекса Претти от рук федеральных агентов. События в Миннеаполисе чрезвычайно тревожны. Авторитет ICE и DHS находятся под угрозой. Должно быть проведено полное совместное федеральное и государственное расследование. Мы можем доверить американскому народу правду. Тем временем сенатские демократы заявили, что намерены заблокировать любое бюджетное финансирование Департамента внутренней безопасности, который возглавляет Кристи Ноэм и сотрудники которого, по данным законодателей, с Нового года застрелили в Миннеаполисе уже 2 человек. Они обещают добиваться фактического прекращения выделения средств ведомству до тех пор, пока не состоится полноценное независимое расследование произошедшего и не будут приняты необходимые решения. Такая позиция может привести к очередной приостановке работы федерального правительства. Сейчас штаты живут на основе крайне хрупкого компромисса по бюджету, которого республиканцы и демократы достигли прошлой осенью. Президент Дональд Трамп прокомментировал гибель участника протестов против его миграционной политики, совершенную федеральными агентами, заявив, что ситуация подтверждает необходимость строгого порядка и жесткого подхода к безопасности границ и соблюдению закона. Это пистолет «Стрелка», заряженный с 2 дополнительными полными магазинами. И готов к использованию. Что это вообще означает? Где местная полиция? Почему ей не разрешили защитить сотрудников ICE? Мэр и губернатор приказали им отойти? Говорят, что многим из этих полицейских не дали выполнять свою работу, и ICE пришлось защищать себя. А это нелегкая задача. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не согласится на передачу своих территорий России, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби. При этом он признал, для завершения войны все равно придется искать компромисс. Также Зеленский говорил о гарантиях безопасности и предстоящем вступлении Украины в ЕС. Для нас на первом месте гарантии безопасности. Это двусторонние гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Документ готов на 100%, и мы ждем подтверждения от наших партнеров даты и места его подписания. После этого документ пройдет ратификацию в Конгрессе и украинском парламенте в соответствии с нашими договоренностями. Вторыми гарантиями безопасности для Украины являются европейские гарантии безопасности, коалиция желающих и, что наиболее важно, членство в Европейском Союзе. Технически Украина будет готова в первой половине 2026 года открыть все кластеры для переговоров о членстве в ЕС. Полностью технически она будет готова к 2027 году, на наш взгляд. И мы хотим, чтобы в нашем соглашении о прекращении войны с Россией была указана конкретная дата, чтобы все стороны к тому времени придерживались этих соглашений, включая агрессора, который подпишет план из 20 пунктов, если такой момент настанет, чтобы никто не смог нас снова заблокировать впоследствии. Я надеюсь, что Америка не ослабит давление на Россию в связи с этой войной ради дипломатии. Европа также должна быть непреклонна. Для продолжения давления необходимо ввести санкции против России. Российские танкеры, перевозящие нефть, в том числе по Балтийскому морю, должны быть остановлены.
В Вильнюсе сегодня проходят памятные церемонии по случаю 163-й годовщины Январского восстания 1863 года. Это историческое событие, связавшее судьбы сразу нескольких народов, в том числе Литвы, Польши, Украины и Беларуси. В Вильнюс прибыли президенты Литвы, Украины и Польши. Вместе они возложили цветы, а затем посетили молебен в кафедральном соборе Вильнюса. Владимир Зеленский после официальных мероприятий довольно резко высказался относительно политической ситуации в Беларуси, прибегнув к довольно образному и неоднозначному сравнению. Пока белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. В 2020 году был шанс это изменить. И, я уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов просто не хватило. А теперь мы все ощущаем, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше. Операторы российских реактивных шахедов ведут огонь по Украине, в том числе с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира орешниками. Промышленность в Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину закупать компоненты, необходимые для создания угрозы против всех нас в Европе. Именно поэтому для Европы важно не потерять ни один из народов, которые живут свободой. Именно поэтому для Европы критично не терять время. Именно поэтому мы все в Европе каждый день должны работать на сильную Европу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что российские военные внимательно отслеживают планы Вашингтона по созданию противоракетной системы «Золотой купол», включая ее возможное размещение в Гренландии. Надо будет анализировать планы Соединенных Штатов по созданию «Золотого купола». Что это будет за купол, против каких угроз он будет спроектирован. Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы. Ведь, наверное, далеко не все понимают, что Гренландия на Северном полюсе, находясь, она с нами граничит фактически. Все думают, что это где-то очень далеко. Конечно, это на самом деле стратегическое место с точки зрения стратегической безопасности. И, конечно, не хочу говорить о том, кто может угрожать Гренландии, но то, что она имеет очень важное значение с точки зрения стратегической стабильности и безопасности, это... Очередная пощечина Москве. И снова от Франции. Танкер «Гринч», который связывают с российским теневым флотом, прибыл во французский порт Фос-сюр-Мер после того, как 22 января его перехватили французские военные в Альбаранском море. Судно вышло из Мурманска в начале января и, по данным французов, могло идти под удобным или ложным флагом, схемой, которую Москва, как утверждают на Западе, использует для экспорта нефти в обход санкций. Сейчас танкер стоит на якоре и передан в ведение прокуратуры Марселя, которая ведет проверку. Президент Эммануэль Макрон заявил, что высадка на борт была проведена в международных водах, все законно и уже начато судебное расследование. Перехват произошел в районе между южным побережьем Испании и северным побережьем Марокко. Кроме Франции, в операции участвовали также военно-морские силы союзников, включая Великобританию. Венесуэла делает ставку на энергодиалог с Вашингтоном. Временный президент Дельси Родригес заявила, что стране не стоит бояться расширения энергетического сотрудничества с Вашингтоном и другими государствами ради роста добычи нефти и газа и привлечения инвестиций. Выступая на нефтеперерабатывающем заводе на востоке страны, Родригес подчеркнула, что Каракас открыт для новой энергетической повестки и нуждается в капитале и технологиях. Параллельно власти продвигают реформу нефтяного сектора с целью перезапустить отрасль и вернуть Венесуэлу на глобальный энергетический рынок. Мы находимся в авангарде экономического и социального благополучия Венесуэлы. И теперь от нас зависит, станем ли мы страной с крупнейшими в мире запасами нефти и газа и крупнейшими запасами газа в этом полушарии. Теперь от нас зависит, станем ли мы настоящей нефтегазодобывающей державой. Мы не должны бояться энергетической повестки дня. Ни в отношениях со Соединенными Штатами, ни с остальными странами мира. Аятолла Али Хаминеи, по данным западных и израильских СМИ, ушел в подполье на фоне резкого обострения конфликта с Америкой. Как сообщает Iran International, верховного лидера Ирана перевели в укрепленный подземный бункер в Тегеране после предупреждений о возможных американских ударах.
Источники утверждают, что оперативное управление временно передано его сыну Масуду Хаминеи. Меры безопасности усилили на фоне приближения сил Вашингтона к Персидскому заливу и заявлений Дональда Трампа о направлении в регион мощной армады. Тегеран отвечает жестко: удар по Хаминеи будет означать войну, а в парламенте заговорили о джихаде. В Китае продолжается громкий скандал вокруг ареста высшего военного руководства. Пекин официально подтвердил расследование в отношении Чжан Юся, заместителя председателя Центральной военной комиссии, и Лю Чжэньли, начальника Объединенного штаба. Конкретные обвинения власти не раскрывают. Ситуацию Чжана Юся эксперты называют беспрецедентной. Как отмечает The New York Times, почти ни один китайский чиновник, оказавшийся под подобным расследованием, впоследствии не был оправдан. При этом Чжан считался одним из самых доверенных людей Си Цзиньпина. Они знакомы с детства. После отстранения Чжана и Лю в Центральной военной комиссии фактически остались лишь два человека: сам Си и генерал Чжан Шенминь, курировавший предыдущие чистки. Из 6 генералов, назначенных Си, в 2022 году в строю остался только один. Оба отстраненных военачальника играли ключевую роль в планировании действий армии. Их уход создает серьезные кадровые проблемы. Чжан Юся, которому 75 лет, долго считался неприкасаемым. Его отец был соратником Мао, а сам он воевал во время конфликта с Вьетнамом в 1979 году. Однако его прежняя работа в управлении вооружений, связанном с закупками, могла стать ахиллесовой пятой. Именно это направление традиционно ассоциируется в Китае с коррупцией. Теперь Си Цзиньпину предстоит фактически заново выстраивать военное руководство и растить лояльных офицеров. Процесс может занять годы. Все это, по оценке аналитиков, в краткосрочной перспективе снижает вероятность резких военных шагов Пекина, в том числе в отношении Тайваня. Выборы во время войны. В Мьянме сегодня открыли работу избирательные участки. По оценкам аналитиков, победит сила, ориентированная на военных, а руководитель хунты может закрепить за собой официальный политический статус. После военного переворота в стране не прекращается вооруженное противостояние. Военные власти заявляют, что готовы передать полномочия новому кабинету, возможно, уже в апреле. Однако международные наблюдатели, в том числе структуры ООН и правозащитники, называют эти выборы скорее процедурой для галочки, попыткой легитимизировать контроль армии над страной. Многие жители сознательно игнорируют участки, считая процесс нечестным. Удержит ли армия полный контроль или появятся хотя бы минимальные признаки гражданского участия, покажут результаты выборов. Но на фоне боев и подавления протестов шансы на свободное волеизъявление призрачны. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall наращивает производство на фоне долгосрочного роста спроса на вооружение. Генеральный директор Армин Папергер заявил, что немецкий флот и страны НАТО будут нуждаться в обновлении техники в течение ближайших 15-20 лет. По его словам, компания намерена расширяться, в том числе через слияние и поглощение. Отвечая на вопрос о возможной покупке производителя подводных лодок и фрегатов ThyssenKrupp Marine Systems, Папергер отметил, что переговоров сейчас нет. Однако возможность изучается. Говоря об Украине, глава Rheinmetall сообщил, что компания уже имеет боеприпасы, готовые к поставке. Но контракты пока не подписаны из-за политической и финансовой неопределенности. Производственные мощности при этом зарезервированы на пару лет. Rheinmetall также рассматривает сотрудничество с различными компаниями, включая украинские стартапы, но, по словам Папергера, не намерена платить за завышенные и фиктивные оценки. Компания подчеркивает, что ее техника рассчитана на работу в экстремальных условиях, от минус 46 до плюс 63 градусов Цельсия, что делает ее пригодной даже для арктического климата Гренландии. В Штатах произошел необычный инцидент. Иммиграционная служба случайно депортировала одного из самых успешных ювелирных грабителей в истории страны. Речь идет о Джейсоне Нелоне Пресилле Флоресе, который подозревается в участии в вооруженном ограблении грузовика, перевозившего ювелирные изделия. По данным The New York Times, тогда преступники похитили украшения на сумму более $100 миллионов, а Флорес был одним из 7 участников, кого удалось отследить и арестовать. Ему грозило до 15 лет тюремного заключения. Однако во время расследования Флорес был депортирован в Эквадор. По информации издания, сотрудники иммиграционной службы не знали о его деле. И теперь депортация ставит под угрозу возможность его наказания в Америке. The New York Times отмечает, что это не первый случай, когда обвиняемых в серьезных преступлениях просто высылают из страны. В последние годы депортация стала популярным способом решения некоторых дел. Но крайне редко обвиняемых высылают без ведома прокуроров. Несмотря на редкость, такие прецеденты происходят все чаще. В Токио сейчас прощаются с 2 главными любимцами местного зоопарка – большими пандами. В конце месяца 4-летние близнецы Сяо-Сяо и Лэй-Лэй уедут обратно в Китай.
Их отъезд означает, что Япония впервые останется без панд. Прощальные дни вызвали настоящий ажиотаж. Тысячи желающих подали заявки на посещение, а билеты разыгрывали через лотерею. Возвращение животных в Китай было запланировано заранее, но для многих это стало знаком того, что в последние месяцы отношения между Токио и Пекином заметно охладели. На этом фоне звучат резкие заявления политиков, сохраняется напряженность вокруг Тайваня и следует жесткая реакция со стороны Китая.